Друзья, здравствуйте! Это новый выпуск формата личности. Формат тоже, в общем, новый, но спасибо огромное, во-первых, за то, как вы посмотрели и выпуск про Че Гевару, и про Наполеона, и про Мао. В общем, можно сказать, что формат состоялся. И вот март месяц, совершенно очевидно, что героиней должна стать женщина. И мы подумали, много было кандидатур, и остановились, конечно, на одной из самых популярных женщин в истории. Наверное, по популярности с ним могла бы конкурировать только там Клеопатра, Мерлин Монро, еще я 2-3 назову. Это леди Диана. И вот о принцессе Диане мы сегодня с вами и поговорим. Диана Фрэнсис Спенсер, принцесса Диана, леди Ди, королева людских сердец, первая жена наследного британского принца Чарльза, который теперь Карл III, король Великобритании. Самая обсуждаемая личность при жизни, культовый персонаж поп-культуры 80-х и 90-х, одна из 100 наиболее влиятельных людей 20 века, по мнению американского журнала Time. Диана, конечно, уже во многом человек-миф. Сложно найти еще одного такого же персонажа исторического, о котором даже спустя 25 лет с его смерти невозможно с уверенностью сказать. А как все было на самом деле? Несмотря на то, что это все было в наше время, огромное количество документированных источников, тем не менее, все равно эти вопросы остаются. Каждая деталь ее жизни была тщательно под микроскопом изучена, и все же Диана по-прежнему является для всех загадкой. Самые точные рассказы о Диане от бывших работников, любовников, друзей и биографов иногда расходятся не просто в качественных оценках событий, но даже в датах и действиях ключевых героев. Многие детали ее жизни, особенно трагической смерти, вызывают горячие споры до сих пор. Все, что мы знаем про ее жизнь, было срежиссировано прессой и для прессы. До сих пор люди, у которых даже нет собственных воспоминаний о покойной принцессе, продолжают становиться поклонниками не самой даже Дианы, а ее полувымышленных вот этих версий и историй СМИ. Вот из всяких документальных и художественных фильмов и, конечно, сериалов, таких как «Корона», блестящем совершенно сериале. Почему ее образ невозможно повторить? Была ли она несчастной жертвой королевской британской семьи или расчетливо выстраивала свой имидж? Почему спустя столько лет ее фигура вызывает столько эмоций и обсуждений? Обо всем этом мы сегодня давайте с вами поговорим. Несмотря на распространенное мнение, что Диана была какой-то обычной девушкой, которой просто повезло выйти замуж за принца. Знаете, так случается. Это, конечно, было не так. Диана родилась 1 июля 1961 года в семье Спенсеров. Спенсеры — это не фамилия каких-то неизвестных простых людей, это известная аристократическая семья. Когда мать Дианы вышла замуж за Джона Спенсера в 1954 году, на свадьбе присутствовали королева, принц Филипп, королева-мать и принцессы Маргарет и Анна. Невозможно представить, чтобы королевская семья посещала таким внушительным составом какую-то обычную светскую свадьбу. Конечно, нет. Семейству Спенсеров более 500 лет. И если посмотреть на их корни, то станет понятно, что родословная принцессы Дианы намного более английская, чем даже ее будущего супруга Чарльза. Начнем с отца. Отец Дианы, Джон Спенсер, был 8-м графом Спенсером. Первым же графом Спенсером стал в 1765 году его предок Джон, а сын его, барон Роберт Спенсер, в правлении короля Якова I Стюарта был самым богатым человеком Англии. Идем дальше. В 1817 году потомок первых Спенсеров, Джордж Спенсер, 5-й герцог Мальборо, получил королевское разрешение взять вторую фамилию. Знаете, какая это была фамилия? Это была фамилия Черчилль. И его потомок Джон Уинстон Спенсер Черчилль, 7-й герцог Мальборо. Он был дедом по отцовской линии сэра Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании, которого мы все с вами знаем. Таким образом, Диана и ее будущий муж, принц Чарльз, были очень дальними, но родственниками по нескольким линиям. В частности, каждый из них происходит от разных дочерей Генриха VII. Родословная Дианы шла от Маргариты Тюдор, вышедшей замуж за Якоба Шотландского, а Чарльза от Марии Тюдор и Чарльза Брэндона, первого герцога Саффолка. Кстати, наличие в предках Дианы Маргариты Тюдор означает, что ее родственницей была и прабабушка Карла II Мария Стюарт, королева Шотландии.
Так что, если вот мы выстроим это королевское генеалогическое древо, оно уходит корнями в английскую и шотландскую историю. Никакой простой девушкой, конечно, Диана не была. Мать Дианы, Фрэнсис Шант Кайт, урожденная Рош, вела свое происхождение от ирландского политика, члена британского парламента Эдмунда Бурка Роша, жившего в XIX веке. За заслуги в деле процветания Британской империи сама королева Виктория пожаловала Эдмунду титул баронета, после чего тот стал первым бароном Фермоем. Отец Фрэнсис, Морис Рош, был дружен с королем Георгом VI, а ее мать Рут Гилл была фрейлиной королевы. Ну согласитесь, Диане было бы довольно сложно ничего не знать о королевской семье и быть такой вот девушкой из народа, когда вся история ее семьи связана, глубоко связана с короной и связана много веков. В течение многих лет я занимался бизнесом и главное, чему научился, правильно выстраивать процессы. Время – самый ценный ресурс, поэтому приоритет я всегда отдавал внедрению новых решений, которые помогали заниматься развитием бизнеса, а не бесконечной финансовой рутиной. Сейчас для владельцев бизнеса существует огромное множество сервисов, которые помогают с решением важных задач. Но в предпринимательской деятельности важен не только функционал, но и надежность. И неважно, планируете ли вы открывать свое дело или уже являетесь владельцем среднего бизнеса. Надежным помощником для вас станет банк для предпринимателей и предприятий «Точка». «Точка» работает с 2015 года, и за это время им удалось разработать множество действительно полезных инструментов. Сервисы по запуску рекламы в интернете, размещению товаров на маркетплейсах и даже поиску контрагентов. А для того, чтобы контролировать финансы, в «Точке» появилась очень полезная фишка – фонды. По сути, настоящая копилка, куда вы сможете направлять средства на личные нужды, расходы по содержанию бизнеса и даже на зарплату сотрудников. На любом тарифе вы сможете подключить до 10 фондов и правильно планировать свои затраты и поступления. Это очень удобно, ведь вам больше не придется вести огромные дополнительные таблицы по расходам. Откладывать деньги можно будет с каждого поступления и при необходимости проводить оплаты прямо из фонда. Поэтому, друзья, «Точку» я уверенно рекомендую тем, кто хочет развивать бизнес грамотно и быть уверенным в надежной поддержке даже в непростые времена. Занимайтесь тем, что любите, а «Точка» позаботится о вашем комфорте. Узнать больше подробностей и открыть счет можно по ссылке в описании. Переходите. Наличие у Дианы таких исконно английских корней отчасти и в том числе объясняет снисхождение и терпение, которое проявляла британская элита к дальнейшим бунтарским поступкам Дианы. Диана была четвертым ребенком своих родителей. Для продолжения аристократического рода необходим был наследник мужского пола, но за год до рождения Дианы супруги потеряли долгожданного сына. А потом Фрэнсис родила третью дочь Диану. И вот вскоре у родителей Дианы все-таки родился мальчик, но брак уже трещал по швам. Многие годы считалось, что все дело было в ветреном характере матери Дианы, Фрэнсис, которая завела роман на стороне. И вот только спустя 20 лет после смерти Дианы журналист Эндрю Мортон, автор биографической книги о Диане, опубликовал записи, на которых принцесса рассказывала о насилии в семье. Джон Спенсер был домашним тираном, который часто свою жену избивал. Мать Дианы завела роман на стороне с обойным магнатом Питером Шандом Киддом. В целом, ничто из этого не являлось вообще необычным для аристократических семей. Так могло продолжаться со всеми этими параллельными историями до конца жизни. Когда Диане исполнилось 8 лет, ее родители разошлись. Джон Спенсер отсудил полную опеку над детьми. Мать Дианы уехала в Шотландию вместе со своим любовником Питером Кидом и впоследствии вышла за него замуж. Отношения с матерью Дианы будут непростыми вплоть до ее смерти. Они то общались, то переставали общаться на несколько лет. Это была вообще одна из самых болезненных тем для Дианы. Многие отмечали, что семейные драмы безусловно повлияли на отношения Дианы с мужем и в целом на это ее стремление получить любовь от всех. Она всем хотела нравиться всю жизнь. В 12 лет Диана поступает в элитную частную школу для девочек, которая называется Уэст-Хилл. Выпускные экзамены она так и не сдала, осталась без диплома. По воспоминаниям окружающих, Диана в точных науках хороша не была. Ей лучше давались танцы, плавание и рисование. Уже в этом возрасте все отмечали ее способности к состраданию и сопереживанию. То есть она была девушкой, в общем, доброй и трепетной, можно сказать. В 1975 году отец Дианы получает графский титул, а сама Диана становится леди Дианой. Джон Спенсер женится второй раз на графине Дартмутской по имени Рейн. Детям Спенсера мачеха не нравится. Они ее игнорируют, не хотят сидеть с ней за одним столом. Но не Диана.
Диана всегда была с ней вежлива. Впоследствии Рейн была в числе тех, кто поддержал Диану после ее развода с Чарльзом. Вообще очень много зеркальных историй, которые потом Диана повторит в своих отношениях с Чарльзом, или которые повторятся против ее воли. В 1977 году перед отъездом на обучение в Швейцарию Диана впервые встречает принца Чарльза. Он приезжает во владение замка Спенсеров на охоту. 16-летней Диане наследник британской короны показался забавным. Ну вот здесь мы там точку сразу поставим. Больше простых людей из простых семей мы обсуждать не будем. Наследный принц приезжает на охоту к родителям и так далее и тому подобное. В Швейцарии Диана продержалась недолго. Она очень грустит, она вдали от дома и семьи. И раньше срока она возвращается в Англию, где селится в подаренной ей на 18-летие квартире в центре Лондона. И там она живет с подругами и, соответственно, устраивается на работу. Это было совершенно необычным. По традиции, каждый представитель английской аристократической семьи обязан работать наравне со всеми остальными гражданами. Плюс Диана не была основной наследницей Спенсеров, особенно после того, как родился ее младший брат. Именно Чарльз Спенсер был будущим 9-м графом Спенсером и наследником всего этого огромного состояния. Поэтому пытаться найти себя в какой-то профессии было для Дианы довольно логично. Вот она возвращается в Лондон и устраивается помощником воспитателя в детский сад. Помимо этого, она помогает организовывать вечеринки, работает няней у экспатов из США и даже в какой-то момент работает как учительница балета. Диана с детства любит балет, какое-то место даже завоевала, первое причем, на каком-то школьном танцевальном конкурсе. Но она была слишком высокой и, в общем, конечно, аристократка не должна становиться балериной. Мать помогла ей устроиться учительницей танцев в балетную студию Бетти Вейкани в Лондоне. Здесь учились многие поколения британской аристократии, включая королеву Елизавету в юности, ее сестру Маргарет Роуз. Но пройдет 3 месяца, Диана получает травму колена, катаясь на лыжах, и танцевальной ее карьере придет конец. Дорогие друзья, я уже не раз рассказывал вам о том, как важно в наше время выстраивать свой личный бренд. Иногда на эту тему я провожу мастер-классы для предпринимателей, где рассказываю о том, как работать с личным брендом и какие инструменты для этого могут быть эффективны. Многие из вас мне пишут, что очень хотели бы попасть на такую лекцию. И сегодня хочу обрадовать вас новостью. В этом году я приму участие в форуме «Грани личного бренда» в качестве спикера. Это форум для предпринимателей и топ-менеджеров. Выступать я буду на главной сцене с лекцией «Личный бренд и новые медиа». После лекции я с радостью пообщаюсь с участниками форума и, конечно, отвечу на все вопросы. Кстати, в рамках форума пройдут еще 2 премии – «Главные женщины» и «Главные мужчины». Это честные предпринимательские премии, в которых победителей будет выбирать компетентное жюри. Проходить премии будут в течение 4 дней, с 23 по 26 ноября включительно. Премии созданы для того, чтобы подчеркнуть заслуги номинантов и сделать популярнее их личные бренды. Местом проведения станет Hyatt Regency Петровский парк в Москве. Переходите на сайты премий, оставляйте заявки и становитесь номинантами премий и участниками форума «Грани личного бренда». Ссылки на сайты оставляю в описании. Ну и до встречи на форуме. В это время королевская семья решает очень важный вопрос. Как заставить прессу и общество забыть про роман наследного принца Чарльза с Камиллой Паркер Боулс. Они познакомились в 70-м году, и моментально у них вспыхнул роман. Когда об этом стало известно, отношения эти никто не одобрил. Камилла не понравилась королеве. Во-первых, она не была аристократкой, и в целом образ ее не подходил для возможной монаршей особы. Отношения пришлось прервать. Чарльза отправили служить на флот. А в 1973 году Камилла вышла замуж. Ну и, казалось бы, тут можно вздохнуть с облегчением, но роман возобновляется. Пресса начинает постоянно Чарльза с Камиллой снимать. В обществе Камилла никому не нравится. И рейтинг королевской семьи, конечно, начинает катиться вниз. Здесь надо сделать важное отступление, чтобы пояснить вообще такое ревностное отношение британской короны к своему имиджу. Это был на самом деле важный элемент в истории Дианы. Монархия занимает в политической системе Великобритании особенное место. Да, корона не может вмешиваться в дела парламента и в вопросы управления страной. Но влияние королевского двора на политику все равно остается огромным. К тому же корона – это символ британских традиций. Королевская семья – хранительница культурных ценностей страны. Могут меняться времена, но общество всегда позволяет себе больше, чем своим культурным символам.
Любые события из жизни членов британской монаршей семьи, любые отступления от протокола тут же становятся в Англии предметом обсуждения прессы. Представьте себе королевскую семью как героя любимого сериала, у которого есть определенный знакомый и любимый всеми стиль и характер. Насколько вам будет интересно смотреть на него, если он возьмет и полностью поменяет привычное поведение? Вот с монархией та же история. Как бы люди ни говорили, что это все устаревшая история, британцы обожают свою монархию и хотят видеть там такую старую добрую сказку. Ну, возможно, с небольшими отступлениями от оригинала. Процент одобрения населения монархии многие десятилетия является очень высоким. Чарльз был наследником короны. Он получил титул принца Уэльского, а его жена должна была стать принцессой Уэльской, что означает, что однажды она станет супругой короля и королевой-консортом. Это не самые незаметные, мягко говоря, должности при дворе. Королевская чета — это одни из ключевых лиц страны, поэтому выбирать пару надо было особенно тщательно. Настолько тщательно, что сам Чарльз вообще не мог особенно принимать в этом участие. Это вопрос, который находился полностью в руках королевы, которая ориентировалась как на свои собственные представления об идеале, так и на то, как на выбор отреагирует страна. Камилу никто даже не рассматривал. Она не принадлежала к какому-то титулованному роду, в отличие от Спенсеров. Спенсеры идеально подходили для упрочнения британских ценностей и самой монархии. Елизавета сначала хотела выдать Чарльза за старшую сестру Дианы, Сару Спенсер, но та не хотела связывать свою жизнь с требованиями двора, потому что это протокол, следить за репутацией, ну и у нее самой репутация оставляла желать лучшего. Чарльза это не смущало, а вот Елизавете, конечно, это не нравилось. Тогда родители Дианы предложили рассмотреть кандидатуру дочери. Второй, то есть Дианы. То есть, обратите, внимание, 1970-е годы. Вот родители так договариваются о браке своих детей. Как будто речь идет, в общем-то, о хорошем, добром средневековье. С одобрения бабушки, ему она матушка, а не бабушка, конечно. В общем, с одобрения Елизаветы Чарльз начал приглашать Диану на свидание. Девушка моментально привлекла внимание прессы. Тогда таблоиды называли ее скромной Ди из-за ее характерного наклона головы. Но это, конечно, не было скромностью. Диана вообще не была девушкой застенчивой. Она просто была очень высокого роста. Достаточно высокого, 178 сантиметров. Поэтому она опускала голову, чтобы людям удобнее было с ней разговаривать. Но создавалось впечатление, что она стесняется. И это впечатление играло на пользу ее образа идеальной, скромной аристократки. Отношения Дианы с прессой начались практически в то же время, что и первое обсуждение ее на роль нового увлечения принца. В 1980 году в детский сад, где она работала, пришел фотограф из Evening Standard и попросил сделать снимок. Диана позировала на улице с парой детей из класса, и в середине съемки выглянуло солнце, подсветив юбку Дианы. Ткань стала прозрачной, таким образом, что на готовой фотографии было видно длинные ноги Дианы. Снимки, конечно, моментально распространились по всем СМИ. По свидетельствам биографов, принц, увидев эти снимки, сказал: «Я знал, что у тебя хорошие ноги, но я не осознавал, что они такие впечатляющие». Пиар-службы королевской семьи были в бешенстве и требовали немедленного удаления снимков. Они вообще очень ревностно следили за нарративом о Диане в средствах массовой информации, чтобы никто не думал даже, что Диана, например, не девственница. Любые снимки о разгульной жизни Дианы до встречи с Чарльзом изымались еще до публикации и всплывали только потом, после ее смерти. То есть вы можете себе представить, как работает пресс-служба монархии. Это настоящая служба безопасности. Узнаем о фотографиях до публикации, договариваемся, изымаем, выкупаем, ну и так далее. И вот это сочетание скромности и природной сексуальности на фотографии возродило в обществе образ другой культовой блондинки — Мерлин Монро. Снимок Дианы в прозрачной юбке напомнил не менее знаменитую фотографию Мерлин 1954 года с взлетающей над решеткой метро юбкой. Фотографию, которую сделали на съемках фильма «Зуд» 1977 года. Современники Дианы отмечали, что, как и Мерлин, Диана как будто бы случайно выглядела так привлекательно. И с этого момента, и уже, видимо, навсегда, Диану начали сравнивать во всем с Мерлин. И мы увидим дальше, как сама Диана умело использовала это сравнение для увеличения собственной популярности. Надевала, например, платье, отсылающее к нарядам Мерлин. Кстати, этот же образ, невинно-сексуальный, потом использовала и Бритни Спирс. В общей сложности Чарльз с Дианой встретились 12 или 13 раз за пару месяцев. По официальным версиям они никогда не оставались наедине. Разговаривали всегда в присутствии других членов королевской семьи или слуг. Репутация Дианы была идеальна для роли супруги наследника престола. Биограф Дианы Эндрю Мортон писал, что после первого визита Дианы в Балморал, в частную резиденцию королевской семьи в Шотландии,
в 1980 году Елизавета II сказала: «Она одна из нас». И вот уже в феврале 1981 года на официальном ужине в Букингемском дворце Диана получает предложение от Чарльза. День свадьбы был объявлен национальным праздником. Вообще все мероприятия королевской семьи — это часть такой национальной скрепы Британии. А в начале 80-х в стране высокая безработица и вообще очень тяжелая экономическая ситуация. То есть это был такой отличный повод устроить людям праздник, отвлечь от мрачных мыслей и неудобных вопросов к работе парламента. К тому же впервые за сотни лет будущий монарх женился на англичанке. Обычно британские монархи женились на представительницах германских династий. Последний брак, когда оба супруга были британцами, был заключен в 1660 году между Анной Хайд, дочерью советника Карла II, и наследником престола Яковом II. Спустя века это удалось сделать только принцессе Диане. Корона делает большую ставку на медийность этого события. Свадьба Дианы и Чарльза стала самой дорогой в истории Великобритании. Она обошлась казне почти в 3 миллиона фунтов стерлингов. В 80-х это были огромные деньги. Даже дизайн свадебного платья принцессы Дианы держался в строжайшем секрете. Было сделано запасное платье, чтобы сохранить интригу до конца. В подготовке к свадьбе Диане помогает ее мать, но это не особо хорошо повлияло на их отношения. И после свадьбы они несколько лет вообще не разговаривали. 29 июля 1981 года в кафедральном соборе Павла в Лондоне была организована глобальная телевизионная и радиотрансляция бракосочетания. То есть гигантский прямой эфир. Выступление Дианы против традиций началось с самого дня свадьбы. Из свадебной клятвы после обсуждений с Чарльзом Диана исключила часть про обещание повиновению супругу, заменив на слова «любить», «утешать», «почитать» и «оберегать». На венчании в соборе присутствовали 3500 человек. Самые-самые сливки королевских семейств со всего мира. Английские аристократы и прочие топ-персоны. Телетрансляцию из собора, которую в прямом эфире показывал канал BBC, смотрели более 28 миллионов зрителей. За прямым эфиром на экранах телевизоров вообще по всему миру следило, по оценкам специалистов, порядка 750 миллионов человек. Помимо этого, вживую свадьбу наблюдали сотни тысяч британцев, которые выстроились от кафедрального собора до Букингемского дворца. Масштабная королевская свадьба окончательно превратила Диану в глазах людей в современную Золушку. Но по факту все оказалось ни разу не сказочно. Надежда королевы, что молодая красивая Диана заставит Чарльза порвать отношения с Камиллой, не оправдались. После возвращения из свадебного путешествия Диана и Чарльз селятся в Кенсингтонском дворце. Но Чарльз предпочитает проводить свободное время с Камиллой. Нет подтверждений, что первые года брака эта связь была чем-то большим, чем просто дружеская. Тем не менее, предоставленная самой себе Диана грустила, страдала от булимии и страдала от депрессии. И, конечно, об этом довольно быстро стало известно прессе. Поползли первые слухи, что сказки не получилось. Интерес к Диане был огромным. Это сейчас у нас есть интернет и социальные сети, в которых звезды сами делятся постоянно подробностями своей жизни. А тогда всего этого, конечно, не было. Были только газеты и телевидение. Помимо пристального внимания к королевской семье в целом, Диана была свежим лицом в этом привычном уже касте. Мало того, что первая за сотни лет англичанка, так она еще и получила титул принцессы Уэльской впервые за 80 лет. Предыдущей была Мария Текская, жена Георга V, то есть бабушка королевы Елизаветы II. По сути, сами СМИ превратили Диану в такого вот топ-блогера. Они зависели от информации о ней, потому что она приносила огромные деньги. Фотографии, сплетни, слухи и так далее. За один снимок Дианы за рулем Мерседеса репортер получил 28 тысяч фунтов стерлингов. Ситуация считалась скандальной, потому что идеологически британская принцесса не должна даже прикасаться к неанглийской машине. Но нельзя сказать, чтобы Диана как-то особенно сильно сопротивлялась этому вниманию прессы. На протяжении всей ее жизни дальше мы будем наблюдать, как она сама постоянно подливала масло в огонь, сливая информацию о своем местонахождении или подробности личной жизни. И в итоге она сама стала полностью уязвима и зависима от их внимания. Несмотря на отсутствие глубоких чувств к Диане и продолжение своего общения с Камиллой, многие отмечают, что первые годы, в принципе, Диана и Чарльз были относительно счастливы. Уже в 1982 году Диана рожает первого сына Уильяма.
И тут она вновь пошла против традиции. Она стала первым членом британской королевской семьи, которая рожала не в замке, а поехала в госпиталь Святой Марии. К рождению второго сына брак был уже, конечно, не таким крепким. Считается, что в 1983 году Чарльз перестал ограничиваться исключительно приятным общением с Камиллой и полностью возобновил с ней нормальные человеческие близкие отношения. И в этот момент, конечно, он еще больше отдаляется от Дианы. Что, однако, не мешает им завести второго ребенка. В 1984 году рождается принц Гарри. Но после его рождения Диана и Чарльз разъезжаются. Диана с сыновьями перебирается в Кенсингтонский дворец, Чарльз в загородное поместье Хайгроув. Туда же переехала и Камилла с семьей в особняк, расположенный в 10 минутах езды от дома принца, чтобы всем было удобно. Есть очень много разных версий, что пошло не так в отношениях Чарльза и Дианы. Помимо очевидной его любви к Камилле, говорили про отсутствие общих интересов. Он сам об этом говорил потом. И нежелание супругов исправить эту ситуацию. Но еще очень много говорили о том, что Чарльза раздражало. Все внимание прессы и общества было приковано всегда только к Диане, а не к нему, а ведь он будущий наследник престола. И вот к 1984 году популярность Дианы в народе невероятно высокая. Все, кто хотя бы раз с ней говорит, отмечают, что Диана обладает природным обаянием и просто невероятной харизмой. Она всех располагала к себе. Людям нравилась и ее открытость, и стиль общения. Во время путешествий и благотворительных визитов она всегда находила время для личного общения с людьми. Брала их за руки, обнимала детей, принимала открытки и цветы. После рождения ее собственных детей к этому образу добавляется еще и образ матери. То есть в противовес традиционной такой холодности и отстраненности, принятой в королевской семье, Диана отказалась от нянь и проводила все свободное время с детьми сама. Она с ними играла, она их забирала из школы, брала с собой на благотворительные мероприятия и так далее. Благотворительность вообще это отдельная тема в рамках личности Дианы. Это ее такой вот базовый камень. При участии Дианы были созданы сотни благотворительных фондов в разных странах. Диана поддерживала организации, которые помогали больным СПИДом, проказой, бездомным и многие другие. Ее поездки по миру были связаны с посещением бездомных, беженцев, людей с ограниченными возможностями, с ВИЧ. Конечно, многие занимаются благотворительностью, особенно в королевской семье. Это такая одна из многих обязанностей. Тут ничего такого нет. Королева Елизавета, например, покровительствовала более чем 600 благотворительным организациям. Но никто не делал этого так красиво и так медийно, как Диана. Королевская семья выполняла свои обязанности строго и формально, с минимумом эмоций и совершенно не отклоняясь от протокола. Диана была первым представителем короны, который проявлял не просто эмоции, а живое человеческое сострадание. То есть буквально она правда выглядела как обычный живой человек, а не как какой-то недосягаемый монарший образ. Одним из показательных случаев было посещение Дианы в апреле 1987 года Мидлсекской больницы, где открывалось первое в Великобритании отделение для больных СПИДом. В то время было много спекуляций на тему СПИДа, много страхов, городских мифов, например, что СПИД передается через прикосновение. Диана сначала уточнила все детали, и затем в отделении она сняла перчатки и пожала руки всем пациентам клиники. Фотографии того, как принцесса Диана пожимает руку пациенту с ВИЧ, облетели весь мир. До этого так не делал ни один публичный человек в мире, и уж точно никто никогда из членов королевской семьи. Снимки перепечатало множество изданий. Один из репортеров журнала People назвал этот поступок Дианы самым важным из всех, что британская монархия совершила за последние 200 лет. Ну вы понимаете, да, что вот такие цитаты, они, конечно, не только уже Чарльзу не нравятся, они, конечно, не нравятся Елизавете II. Когда вот какая-то вот девушка, ну, жена, конечно, наследного принца, но она вот становится просто не одной из таких маленьких скреп в фундаменте монархии, а просто ключевой героиней. С тех пор Диана на постоянной основе поддерживала больных СПИДом. В феврале 1989-го принцесса побывала в Нью-Йорке, где посетила Гарлемскую больницу для больных СПИДом детей. Уже после смерти Дианы Гевин Харт, учредитель фонда помощи людям с ВИЧ, сказал: по нашему мнению, Диана сделала для помощи людям с ВИЧ больше, чем кто бы ты ни был. И до сих пор никто не делает ничего подобного. Мы можем видеть, да, как этой частью образа Дианы пользуется Кейт Миддлтон, супруга наследного принца Уильяма. Как и Диана, она показывает себя как любящую и заботливую мать, активно участвует в деятельности благотворительных фондов и старается также стать иконой моды. Диана
была невероятно стильной, и все, что она носила, становилось модным. Даже самые простые предметы одежды, которые она носила в обычные дни, мгновенно распродавались. Одним из самых популярных предметов одежды были сапоги Хантер Веллингтон, которые она любила носить во время ухаживаний за ней принца Чарльза в 1980 году. Так вот, в том году продажи бренда, который изготовлял эти сапоги, выросли на порядке. Массово модными в 80-х стали ее фирменные свободные жакеты, джемперы, мужские брючные костюмы. Диана очень грамотно вписывалась в поп-культуру. На день рождения принца Уильяма Диана сделала ему сюрприз и пригласила в Кенсингтонский дворец топовых супермоделей: Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл, которой тогда Наоми была просто в топе своей популярности. Но на самом деле все трое были в топе, да? Делали кто-то что-то подобное для нее? Ну, конечно, нет. Очередная сенсация. Топ-модели, у которых, понятно, с репутацией так себе, да, не королевская репутация, но они рядом с королевской особой. Диана выглядит совершенно современно, в отличие от застывшей в безвремени вот этой королевской семьи. Она слушает современную музыку, она дружит с Дюран Дюран, она дружит с Фредди Меркьюри. То есть она везде своя и у народа, и у поп-элиты и так далее. Она слушает Иглс, она слушает Брайана Адамса. В ее коллекции музыки были Дайана Росс, Лайонел Ричи, Селин Дион. С друзьями она посещает концерты рок-звезд. И однажды она всех шокирует кожаными леггинсами, в которых появляется на одном из концертов. Ее там, соответственно, сфотографируют. Диана дружит со многими рок- и поп-звездами, в том числе с Элтоном Джоном. Они познакомились в 1981 году и оставались близкими друзьями вплоть до смерти Дианы. Элтон Джон до сих пор поддерживает связь с младшим сыном Дианы, принцем Гарри, и с Меган Маркл, с Дэвидом Боуи, с Фредди Меркьюри, с Джорджем Майклом. С Джорджем Майклом она познакомилась в 1985 году на концерте, посвященном Всемирному дню борьбы со СПИДом. И многие годы она поддерживала общение с этими людьми в рамках защиты интересов больных. Еще одна подруга Дианы — это Лайза Минелли. Диана постоянно находится в центре внимания. Один из культовых снимков Дианы сделан в 1985 году в Белом доме в Вашингтоне. Тогда президент Рейган, президент Соединенных Штатов Америки, и вот прием в Белом доме, и на фото Диана танцует фокстрот с Джоном Траволтой под музыку к фильму «Бриолин». Вообще, эта любовь к популярной музыке делала Диану ближе к обычным людям и, конечно, супер поднимала ее рейтинги. Но принцесса на самом деле отлично разбиралась и в классической музыке. Она все-таки была из древней аристократической семьи. У ее родителей была обширная музыкальная коллекция. Сказывались годы занятия балетом. Диана много лет дружила с итальянским тенором Лучано Паваротти. Певец активно участвовал позже в кампании по запрещению противопехотных мин, которую поддерживала Диана. Есть фотография, где насквозь промокшая принцесса стоит рядом с Паваротти после благотворительного концерта в Гайд-парке. В тот день идет проливной дождь, но зрители, в том числе и Диана, не открывают зонтов, чтобы дать возможность каждому увидеть выступление знаменитого тенора. Ну, то есть, понимаете, да, какой грамотный, выверенный баланс во всем. Вот вроде она и современная, но не дает забывать о том, что она все-таки принцесса. Все элегантно, все с шармом. Чтобы оценить, насколько этот образ был успешен, в 1984 году рейтинг Дианы среди населения составил 45%, всего на 1 пункт уступая королеве. Понятно, что холодный и закрытый Чарльз, привыкший себя вести очень сдержанно в соответствии с монаршими протоколами, как и мать его, собственно, он во всем проигрывает Диане. В свидетельствах близкого окружения неоднократно говорилось о том, насколько его это раздражало. На протяжении всего брака Диана превосходила его в глазах публики и имела репутацию всеми любимой принцессы. Во время общих визитов люди общались с ним куда менее охотно. Если рядом Диана, все бежали к ней. К тому же про Диану постоянно пишет пресса. А после того, как они разъехались, Диана часто использовала прессу, чтобы показать Чарльзу, как он не прав. Это сейчас девушки могут использовать соцсети для того, чтобы самостоятельно кому-то ответить. А тогда одной из опций были только печатные СМИ. Про Чарльза тоже писали, но писали в основном про его роман с Камиллой. Очевидно, что рано или поздно отношения Чарльза с Камиллой должны были привести к встречным действиям со стороны Дианы. Потому что тоже так все конфетно выглядит. Да, он изменщик такой, с Камиллой Паркер Боулс встречается, а она встречается только с людьми простыми на благотворительных ужинах, противопехотные мины, и вот это все, и вот это все. На самом деле, конечно, нет. Диане приписывают множество романов и до сих пор пытаются зарабатывать на информации о них. Нет-нет, да и появится книга с очередными откровениями. Про кого говорят чаще всего? Ну, вот в отношении ее целомудренного образа существует такая легенда, что Майкл Джексон в Лондоне дает концерт, его организаторы просят убрать один просто из хитяр
песню Dirty Diana, да, грязная Диана. И он эту песню убирает. Принцесса Диана, пусть концерт к нему подходит и говорит: а вот, Майкл, а Dirty Diana, ты что ж ты не спел, моя вообще любимая песня. Вот. Ну, к любовникам Дианы. Про кого говорят чаще всего? Во-первых, с 1985 по 1986 год ее телохранитель Барри Маннеки. Он был старше Дианы на 14 лет и был женат. NBC говорили, что у них была запись, на которой Диана лично признавалась, что хотела сбежать с ним. Когда о романе стало известно, Маннеки уволили, а через год он погиб при странных обстоятельствах. Мотоцикл, на котором он был, причем он был не за рулем, а пассажиром, столкнулся с автомобилем. По результатам полицейского отчета водитель автомобиля был ослеплен фарами третьего участника аварии, который с места происшествия скрылся. Его так и не нашли, и Диана была уверена, что смерть телохранителя подстроила служба безопасности Великобритании, и что для нее, в общем, уготовано нечто подобное. Следующий любовник Дианы — Джеймс Хьюитт, которому СМИ приписывают отцовство второго сына Дианы, принца Гарри. Хьюитт был топовым игроком в поло и инструктором по верховой езде. Почти сразу после увольнения Маннеки в августе 1986 года Диана попросила Хьюитта стать ее учителем по верховой езде. Хьюитт регулярно бывал в Кенсингтонском дворце, в котором Диана жила уже одна. И этот роман продолжался до 1989 года, когда Хьюитта призвали на военную службу. Сам Хьюитт утверждает, что роман длился до 1991 года. Мы вообще многие детали этих отношений знаем, потому что Хьюитт, естественно, начал продавать СМИ фотографии и письма, а потом вообще выступил с автором книги, то есть большой биографической работы о романе с Дианой. Книга вышла в печать несколькими годами позже. Сам он при этом отрицает, что может являться отцом принца Гарри. Вообще в этом вопросе идеально сходятся только внешние данные Гарри и Хьюитта, оба рыжеволосые. На этом все. Потому что Гарри родился в 1984 году, а роман Дианы с Хьюиттом начался в 1986. Ну, подождем, пока принц Гарри в своем стремлении получить максимальное внимание прессы дойдет все-таки до теста на отцовство. Несмотря на все очевидные сложности в браке, супруги не разводятся. Получать разрешение на развод нужно было у королевы, а Елизавета не горела желанием портить впечатление от такой красивой истории и настаивала, что Диана и Чарльз должны поддерживать партнерские отношения ради блага короны. Это, конечно, история не про любовь, а про стабильность. Монархия для британского народа — это такое успокоительное на все времена. Кризисы, войны, эпидемии, а в монархии все должно быть так, как было 300 лет назад. Диана продолжала зарабатывать народную любовь, но она также продолжала играть с прессой и оставлять послания для Чарльза в газетных заголовках. В феврале 1992 года, когда Диана и Чарльз поехали с визитом в Индию, где был сделан еще один знаменитый снимок, вышла такая история. Во время поездки Диана решила в одиночестве отправиться к Тадж-Махалу и попросила репортеров сфотографировать ее на скамейке. Чарльз в это время давал пресс-конференцию. По версии Дианы, Чарльз обещал отвезти ее к главному восточному мемориалу любви и там с ней вместе пробыть, но вместо этого бросил ее одну и отправился на деловую встречу. Уже на следующее утро на первых страницах мировой прессы появились заголовки. Ну типа «Одинокая принцесса». А Daily Mirror и вовсе опубликовал фото, сопроводив его фразой, вложенной в уста Дианы: «Я бы хотела, чтобы ты был сейчас здесь». Понятно, что слова, обращенные к мужу. Эту сцену у Тадж-Махала в 2016 году повторили Кейт Миддлтон и принц Уильям. В то время пресса обсуждала слухи о проблемах в их романе. И Уильям пошел по стопам отца, и вот он крутит роман со своей первой любовью. И на фоне этих громких заголовков Кейт и Уильям приехали в Индию и сфотографировались на фоне Тадж-Махала вдвоем. Вот такая изящная отсылка к фотографии одинокой Дианы. Фото Дианы перед Тадж-Махалом не было единственным неприятным эпизодом во время тура по Индии. Придворный фотограф, с которым путешествовала пара, поинтересовался у королевского пресс-секретаря Дики Арбитера, можно ли будет сфотографировать принца и принцессу целующимися. И вот Чарльз сделал попытку и потянулся к супруге, чтобы поцеловать ее. Но Диана увернулась, отвернула голову в другую сторону, и в итоге получился очень странный снимок, на котором принц неловко целует принцессу в шею. Фотография тут же разлетелась по всем таблоидам. Все обсуждали, что в браке все настолько плохо, что Чарльз не помнит, как целовать жену. Поэтому далеко не факт, что все обвинения в том, что Диана манипулировала прессой, являются такими уж беспочвенными. Но Диана в этой игре была, конечно, не одна. Личный секретарь Дианы Патрик Джеффсон в прошлом году, спустя 25 лет молчания, рассказал, что Чарльз, в свою очередь, развернул против Дианы кампанию в СМИ, чтобы выставить ее безумной.
В общем, каждый из супругов пытался победить в этой войне заголовков. Джеффсон вспоминает, что атмосфера в Кенсингтонском дворце в то время была похожа на медленно вытекающую из-под запертой двери лужу крови. Ну, то есть, согласитесь, такое яркое описание. И вот эта провальная поездка в Индию, она становится только началом публичного краха королевского брака. В мае 1992 года вышла биография Дианы авторства Эндрю Мортона. Диана — ее правдивая история. Впоследствии Диана скажет, что никогда не встречалась с Мортоном и не давала ему прямых интервью. И это было действительно так. Диана через посредника передавала Эндрю аудиозаписи в ответ на вопросы, которые получала от журналистов. Именно из этой книги все узнали подробности про булимию Дианы, ее переживания по поводу отношений Чарльза и Камиллы, признание о попытке суицида. После выхода книги Мортона количество зафиксированных заболеваний резко возросло. Возможно, откровенность принцессы спасла многих людей, страдавших различными видами расстройства или пищевого поведения. Там же она впервые призналась в том, что переживает из-за мужчин в сером, считая, что за ней следят агенты британской службы безопасности. Конечно, все были в шоке от книги Мортона. Сыграла свою роль и закрытость королевской семьи. И то, что Диана рассказала прессе, в общем, действительно имело взрыв атомной бомбы. Но в то время любую связь принцессы с Мортоном жестко отрицали в королевской семье и называли его лжецом. Основной версией было, что всю эту информацию выдали люди из ближнего круга принцессы. Только после смерти Дианы Мортон опубликовал расшифровки аудиозаписей и подтвердил, что его источником была сама Диана. Насколько все написанное в книге является правдой, вызывает дискуссии до сих пор. Позиция королевской семьи и тогда, и сейчас стоит на том, что Диана все слишком сильно драматизировала. Еще в 1993 году бабушка Дианы Рут Фермой, бывшая многие годы компаньонкой и подругой королевы-матери, за месяц до своей смерти официально принесла извинения королевской семьи за то, что не предупредила их о психологических проблемах Дианы. Она говорила, что булимия у Дианы была еще до помолвки с принцем, и в целом она считала свою внучку неуравновешенной, склонной к патологической лжи и к манипуляциям. Единственной причиной, по которой они все промолчали, было желание породниться с королевской семьей, и все. Легко заметить, как Меган Маркл, супруга младшего сына Дианы, принца Гарри, пытается повторить именно эту часть образа принцессы Уэльской. В отличие от Кейт, которая выбрала для себя благочестивую часть имиджа Дианы, ее стиль, женственность, благотворительную деятельность, Меган взяла на вооружение тактику показать прессе все, что скрыто. Но довольно быстро стало очевидно, что без присущего Диане обаяния повторить этот трюк невозможно, и вместо этого можно получить только волну хейта от народа. И здесь давайте еще поговорим о том, почему вообще королевская семья такая закрытая, и почему случай с Дианой, Меган Маркл и принцем Гарри — это такое вопиющее исключение и огромная головная боль для монархии. Казалось бы, это милый такой декоративный культурный заповедник Британии, главная цель которого — развлекать народ. Почему бы им всем вдруг взять и не превратиться в семейство Кардашьян, например? Дело в том, что британская монархия — это не совсем декоративная структура. У короны есть ограниченная, но власть. При определенных условиях монарх может взять всю полноту власти в стране на себя. Для этого у него есть постоянно действующий резервный аппарат управления. Монарх является главнокомандующим вооруженных сил, и именно он объявляет мобилизацию. К тому же в прямом подчинении короны есть собственная небольшая армия — Королевская гвардия. У парламента есть ограничения, которых нет у монарха. Например, новый министр иностранных дел не имеет доступа к секретным документам своего предшественника, а монарх имеет. У короны постоянно есть доступ ко всем правительственным документам. Так что монархия — это такой скрытый запасной игрок на поле, который в случае необходимости может не только выйти, но просто возглавить основной состав. А тут Диана, которая рассказывает направо и налево о том, как там все внутри устроено. Скорее всего, в королевском аппарате все время думали, а что она может еще слить. Следом за книгой Мортона в августе 1992 года в газете The Sun, в главном таблоиде, публикуется стенограмма, представленной ранее записи телефонного разговора Дианы с ее давним другом Джеймсом Гилби, наследником одноименного бизнеса по производству джина. До сих пор неясно, была ли это у них дружба или был у них роман. Запись была сделана 3 годами ранее, в канун Нового года. Диана вместе с семьей и Чарльзом находилась тогда в Сандрингеме. Разговор был
перехвачен случайным любителем слушать коммерческие радиочастоты. Ну, я так не очень в это верю, но тем не менее вот такая история. И вот этот радиолюбитель передает пленки репортерам Sun в январе 90-го года. Но Sun все это время не решается их публиковать, чтобы не вступать в конфликт с королевской семьей. Но после предыдущих событий 92-го года стало понятно: либо сейчас выкладывать, то есть печатать, либо никогда. В том разговоре Диана жаловалась Гилби на сложные отношения с членами королевской семьи, с Чарльзом, переживала по поводу своей возможной беременности. Джеймс повторял, что любит ее, и называл Сквиджи, что означает мягкая или ранимая. По этому прозвищу газеты окрестили этот скандал Сквиджи Гейт или Диана Гейт. Следом в сентябре The Sun опубликовала расшифровки того же разговора от другого перехватчика. По поводу этих пленок, как и обо всем в биографии Дианы, есть много противоречивых сведений. Пленки позже анализировали несколько раз и пришли к выводу, что, скорее всего, это были никакие не перехваты, а данные прямого прослушивания. К этой истории считают причастными британские спецслужбы. По одной из версий, Диану пытались заставить признаться в том, что она была источником Мортона, показав ей, что все ее разговоры записываются и в любой момент могут стать достоянием общественности. В качестве финального такого гвоздя в крышку гроба брака Чарльза и Дианы в ноябре 1992 года в Daily Mirror опубликовали расшифровки записей, только уже не записей Дианы, а записей разговора Камиллы. Всего за пару недель до уже выученного всеми наизусть разговора Дианы с Джеймсом Гилби. В этой записи содержались гораздо более интимные подробности, и все внимание СМИ перекинулось на Чарльза. Ему с прозвищем повезло меньше. Из-за деталей разговора с Камиллой, в разговоре он говорит, что хотел бы стать ее тампоном, Чарльза начали называть мистер Тампон. Ну, это не просто ужасающий стыд, это, конечно, катастрофа для наследника британской короны. После этого стало очевидно, что игнорировать проблемы в браке наследного принца было уже невозможно. 9 декабря 1992 года премьер-министр Великобритании Джон Мейджор объявил дружественное расставание пары в Палате общин. Официальная позиция королевской семьи звучала так: Диана с Чарльзом разошлись, но не планируют разводиться. До сих пор многие спорят, почему Елизавета не одобрила развод Дианы и Чарльза в тот же момент. Возможно, она не хотела еще большего удара по королевской семье. Вообще, 92 год для королевской семьи был одним из самых худших. До этого семья проходит через череду разводов. Двое детей Елизаветы, принц Эндрю и принцесса Анна, развелись со своими супругами. В том же году королевская резиденция, Виндзорский замок, сильно страдает от пожара. Сама Великобритания в 92 году в самой низкой точке экономического кризиса. И в этой связи недешевое удовольствие, оно действительно недешевое, в виде содержания королевского двора вызывает у многих вопросы. Так что премьер-министр от партии консерваторов Джон Мейджор повлиял на то, чтобы королевская семья впервые с 1937 года начала платить подоходный налог. Кажется, что очевидно недешевый развод наследника престола не сильно вписывался в бюджет семьи. В тот момент привлекать к нему внимание общественности явно не хотелось. Кто знает, как себя повело население. Возможно, вот эти многолетние проценты, 60% одобрений королевской семьи, резко бы обрушились. Зачем хранить институт монархии, который не может сохранить свою собственную семью в порядке? То есть как они страну-то нам вообще будут окормлять? И вот мы двинулись к разводу. В декабре 1992 года Диана объявила, что прекращает вести светскую и общественную деятельность. Но по факту, конечно, ничего не изменилось. Повестка в прессе сменилась на освещение новых романов Дианы. Сначала писали о ее отношениях с арт-дилером Оливером Хоаром. Потом они вроде как разошлись, потому что Оливер был женат. И как-то его жена не хотела поддержать идею его романа с принцессой. В 1993 году новым любовником Дианы стал бывший капитан сборной Англии по регби Уилл Карлинг. Он тренировал Уильяма и Гарри и ходил в тот же тренажерный зал, что и Диана. Следом в 1994 году вышла книга Анны Пастернак «Влюбленная принцесса» о прошлом романе Дианы и Джеймса Хьюитта. Несмотря на то, что Хьюитта жестко осудили в обществе, книга была исключительно успешной, и по ней в 1996 году сняли одноименный фильм. Что в это время делает Чарльз? 29 июня 1994 года он дал интервью, в котором впервые официально на публику подтвердил свой внебрачный роман с Камиллой Паркер Боулс. Реакция Дианы на эту, в общем, унизительную историю тоже вошла в исторические
Википедии тогда еще не было, в общем, вошла в аналы истории. Вместо того, чтобы залечь на дно, пока не стихнет шумиха в прессе, Диана приехала на вечер, организованный журналом Vanity Fair, в своем знаменитом платье мести. Война между Дианой и Чарльзом вышла в паблик, вышла в СМИ и вышел уже сейчас на второй круг, получается. Но этот круг уже окажется финальным. Страсти кипели, и все СМИ ждут ответа Дианы. И что они видят? Они видят, как Диана самоотверженно продолжает заниматься благотворительностью. В 1995 году она на 2 дня прилетела в Москву. Это был единственный ее приезд в Россию за всю жизнь. В конце 80-х годов в Великобритании открылся фонд для Тушинской детской больницы. Для обмена опытом врачи практиковались в международных учреждениях обеих стран. В рамках этого сотрудничества Московская больница получила от британцев хорошее современное оборудование. Когда-то фонд возглавляла мать Елизаветы II, но позже передала дело принцессе Диане. По воспоминаниям московских врачей, Диана посетила травматологическое отделение, где лежали дети после автодорожных и железнодорожных аварий. При виде ран многие, сопровождавшие принцессу, падали в обморок, а она спокойно шла. В тот же приезд принцесса Диана открыла филиал фонда помощи детям-инвалидам у Эйверли-хаус в московской школе номер 751. И вот финальный аккорд в войне с Чарльзом — это самое скандальное интервью Дианы телеканалу BBC. Вы можете его найти на YouTube, оно до сих пор там лежит. В ноябре 1996 года его у принцессы взял репортер BBC, журналист Мартин Башер. Интервью вышло в эфир 20 ноября 1995 года. Во-первых, скандально было то, что именно Диана рассказала в интервью. Комментировать внутренние дела королевской семьи было не принято и совершенно не поощрялось, было запрещено королевой. Если биография авторства Мортона в 1992 году еще как-то могла быть оправдана, ну типа Диана сама не участвовала, ему кто-то слил и так далее, то тут все было в лоб. Диана лично все рассказывала на камеру. И именно там прозвучала ее знаменитая фраза: «В этом браке нас было 3, а я не люблю толпы». Имелось в виду, конечно, Камилла Паркер Боулс. На самом деле, к тому моменту уже всем было понятно, что в этом браке было множество людей, включая королеву, пиар-службу короны, а самым главным участником была пресса. Следующим провокационным заявлением Дианы были слова о том, что она не видит принца Чарльза будущим королем. Ну и вот, собственно, это удар ужасающий по репутации Чарльза. На этом фоне даже ее слова про депрессию, булимию, порезы и, в общем, прочее выглядели совершенно уже не так эффектно. Диана подтвердила свои отношения с Хьюитом, сказав, что действительно была влюблена в него. Там же прозвучала ее фраза о том, что королевой она быть не хочет, но хотела бы стать королевой людских сердец. Хотела бы остаться в памяти как королева людских сердец. Тогда же стало понятно, что Мортон, в общем-то, ни о чем не соврал в своей книге 1992 года. Башер получил за это интервью премию Британской академии в области кино 1996 года. Тогда еще не было известно, каким образом он добился у Дианы разрешения на его проведение. Позже Башер признался, что он подделал документы, банковские выписки. Он пришел к Диане и показал ей выписки, которые указывали, что на счет Патрика Джеффсона, личного секретаря Дианы, переводились деньги от разведывательного управления. Деньги якобы за слежку за Дианой и слив всей инфы спецслужбам обо всех ее передвижениях, обо всех контактах. Башер показал эти бумаги брату Дианы, графу Спенсеру, чтобы убедить его представить редактора BBC Диане. Патрик сначала Диану пытался отговорить, но она и так все эти годы была помешана на слежке. Она считала, что за ней все следят, все ее прослушивают и все информацию сливают. И вот считает, что именно эти фальшивые документы и такая тонкая манипуляция, тонкая разводка журналиста убедили Диану дать что-то эксклюзивное. Ну, типа: Диан, если ты сама не заговоришь, то все расскажут за тебя твои приближенные и, в общем, тебя выставят безумной. Патрик Джеффсон подал в отставку чуть позже выхода интервью в январе 1996 года. BBC вплоть до прошлого года занималась выплатами компенсаций за репутационный ущерб всем, кого затронула эта история. Последними выплатами были $2 миллиона на благотворительность, которые BBC отправила в организации, указанные королевской семьей, и компенсацию Патрику Джеффсону в сумме $130 тысяч. Патрик Джеффсон свою компенсацию решил перечислить детскому хоспису. Интервью Дианы Панораме посмотрели 23 миллиона человек. Оно стало не просто сенсацией, оно стало бомбой. И бомбой это интервью стало не только из-за раскрытия внутренней кухни, закрытой и такой сакрализированной.
но еще из-за откровений Дианы про проблемы в браке. Это сейчас есть огромное количество ток-шоу про отношения, которые показывают по всем как телеканалам. Есть блоги семейных психологов. Каждая третья статья в журналах посвящена отношениям. В 1995 году говорить о проблемах в браке, после родовой депрессии, любовницах, говорить публично, да еще представителю британской монархии, который призван олицетворять британские ценности, это было просто не принято. По резонансу, в общем, это, наверное, было эффектом, схожим с эффектом MeToo. Этот новый, невиданный уровень искренности вызвал огромную поддержку у людей. Ну, представьте, сколько женщин увидели, что не они только одни страдают в браке со своими мужьями, не только они страдают депрессией. Вон у Дианы, у принцессы все то же самое. После выхода в эфир программы был произведен опрос. Сторону принцессы Дианы приняло 92% респондентов. Ранее, в январе 1994 года, рейтинг Дианы среди британского народа составил 47% и был выше, чем у всех остальных представителей семьи, включая Елизавету II, ну и уж, конечно, принца Чарльза, у него было 70%, у Елизаветы было 44%, у него 17%. Таким образом, популярность Дианы выросла на фоне ухудшившегося отношения к остальным членам семьи. Через месяц после интервью 20 декабря 1995 года Букингемский дворец официально объявил, что королева послала письма принцу и принцессе Уэльским, в котором посоветовала им разойтись. Фактически, совет королевы означал, что в браке поставлена жирная точка. Еще полгода занимают переговоры, условия развода и так далее. Диана, которая, казалось бы, жаждала получить свободу, получив письмо королевы с рекомендацией развестись, сначала сказала ей, что развестись не хочет, а потом 3 месяца не давала согласия на развод. В итоге 28 августа 1996 года брак между Дианой Спенсер и принцем Чарльзом был официально расторгнут. Супруги подписали соглашение, которое запрещало им обсуждать детали развода или детали их супружеской жизни. Диана получала единовременно $22 миллиона и $600 тысяч в год на содержание своего офиса. Ну и, конечно, свободу жить так, как ей хотелось. 600 тысяч в год, это, в общем, я вам хочу сказать, деньги, конечно, небольшие, не как у Илона Маска или Джей Зи, но, поверьте, на них бы жили даже ваши внуки еще какое-то время. В общем, это очень много. По тем деньгам это огромное количество. И вот 16 февраля близкие друзья Дианы, Сьюзи и Тарек Кассем, выставили на аукцион письма, которые принцесса писала им в декабре 1996 года. Диана вела со своими близкими переписку, так как боялась, что разговоры прослушиваются. В письме от 17 декабря Диана написала им: «Надеюсь, что 1997 год будет более легким годом для всех нас». Письмо это было продано недавно за самую большую сумму $31 тысячу. Всего на продаже 32 писем друзья Дианы заработали почти $175 тысяч. Итак, развод официально оформлен. Диане разрешили сохранить титул принцесса Уэльская, но по настоянию Чарльза лишили титула ее королевское высочество. Потому что она перестала быть ее королевским высочеством по факту. Так что теперь ей приходилось кланяться и бывшему супругу, и даже своим детям. У нее сохранился доступ к частным самолетам королевской семьи. Диане было разрешено оставить все драгоценности, которые она получила за время брака, включая обручальное кольцо. Она потеряла право собственности на Кенсингтонский дворец в центре Лондона, но все же сохранила за собой его часть. Это большой трехэтажный дом, один из этажей которого был детской для ее сыновей. Бывшие супруги получили равные права опеки над сыновьями Уильямом и Гарри, которым тогда было 14 и 11 лет, соответственно. Мальчики большую часть времени проводили в школе-интернате, а каникулы они, соответственно, чередовали с каждым из родителей. После развода статьи в прессе о Диане чередовались так: ее новые романы или ее активная благотворительная деятельность. В 1996 году Диана заявила, что намерена сконцентрироваться на работе лишь с несколькими структурами. В их числе оказались больница Грейт Ормонд-стрит, Королевский Марсендский госпиталь, специализирующийся на онкологии, и Национальный фонд по борьбе со СПИДом, фонд борьбы с проказой, приют для бездомных Центр-Пойнт и английский национальный балет. Единственным проектом, не связанным с социальной тематикой, был английский национальный балет. Диана проводила фандрайзинговые балы, гала-встречи, и, в общем, это все помогало собирать сотни тысяч фунтов на поддержку театра. В январе 1997 года Диана приняла предложение Красного Креста поддержать его кампанию
против использования противопехотных мин. Кампания была продолжением Оттавского процесса по выработке и подписанию в течение 1 года договора о запрещении противопехотных мин, инициированного в 1996 году Канадой. В рамках этой кампании Диана приехала в Анголу. В Анголе шла гражданская война, с 1975 года шла, и, в общем, во время этой войны было установлено порядка 70 миллионов противопехотных мин. При населении чуть более 13 миллионов. Ну, то есть практически, что там получается, по 5 мин на человека. И было все это, конечно, ужасно. Множество людей на костылях, в инвалидных колясках, мужчины, женщины, дети. Диана посетила госпиталь с пострадавшими. Но самой запоминающейся акцией была ее прогулка по разминированному полю. Надо сказать, что Диана приехала в Анголу не одна. Она пригласила с собой BBC для съемок документального фильма. В фильм вошли все видеоматериалы, снятые в Африке, а также интервью с принцессой. В интервью Диана рассказывала о личных впечатлениях от встреч с покалеченными людьми, говорила о том, что один человек из 333 мирных жителей потерял какую-либо конечность, что медицинское обслуживание очень низкого качества, а локальные конфликты продолжаются. И вот с этой командой операторов Диана направилась к полю, на котором несколькими днями ранее погибли подростки. Они решили поиграть в футбол, но поле оказалось не до конца разминировано. Диана приняла участие в процедуре разминирования, затем надела на себя бронежилет с эмблемой фонда и защитную маску от пуль. Таким образом, пошла по полю под камерой. Это совершенно впечатляющий жест. Одно дело заигрывать с прессой, появляясь там в откровенном платье или в платье мести, а другое дело рисковать своей жизнью. Позже Диана призналась, что от страха ее челюсть свело судорогой. Но внимание к теме она привлекла. Медийность Дианы обеспечила внушительный охват освещения проблемы в СМИ. И вот уже в декабре 1997 года 122 страны подписали Оттавский договор о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожения. В конце 1997 года Международное движение по запрещению противопехотных мин получило Нобелевскую премию мира. В 2019 году младший сын Дианы, принц Гарри, повторил знаменитую прогулку матери. Он также оделся в защитную униформу и шлем и прошел по тому же полю, что и ранее его мать. Мне, конечно, непонятно, что Гарри пытался изобразить. Спустя столько лет идти по давно разминированному полю — это какой-то пошлый жест, на мой взгляд. Продолжая заниматься благотворительностью, Диана дважды в 1996 и 1997 году приезжает в Пакистан. Официальной причиной была помощь в сборе денег для онкологического центра, построенного Имраном Ханом. Действительно, онкология была одним из направлений, в которых Диана занималась благотворительностью. Но есть ощущение, что цель визитов была иной. Дело в том, что еще до получения официального развода в 1995 году Диана познакомилась с Хаснатом Ханом, кардиохирургом родом из Пакистана. Они познакомились в Королевском госпитале, куда Диана приехала поддержать свою целительницу Уну Шандли Тоффола. У ее мужа тогда случился инфаркт, и Диана, кстати, довольно часто пользовалась вообще услугами медиумов, экстрасенсов, астрологов. И я узнал об этом, когда выпуск готовил, но вот когда я там впервые Диана стала такой вот большой топ-звездой, сейчас, смотря на нее, понимаешь, что да, обязательно у нее должны были быть и астрологи, и йоги, и весь вообще полный боекомплект нормального селеба. А психолог у Дианы, конечно же, тоже был. В общем, по инициативе Дианы между ней и кардиохирургом Ханом завязался роман. Они уже были знакомы, когда Диана готовилась к интервью для Панорамы. И именно Хан пытался отговорить Диану рассказывать личные подробности. Диана много времени проводила у Хана в больнице, знакомилась с пакистанской культурой. Она начала слушать восточную музыку, изучать ислам. У нее в гардеробе начали появляться традиционные пакистанские наряды. И во время тех благотворительных поездок в Пакистан Диана тайно посещала семью Хана. Сам Хан об этом даже не знал и потом сильно удивился. То есть Диана была настроена серьезно. Позже знакомые Дианы будут описывать Хана как любовь всей жизни Дианы. Об их романе на самом деле известно очень мало. Диана как могла скрывала эти отношения от прессы, а сам Хан даже после смерти Дианы, в отличие от большинства, оказался приличным человеком. Он не стал продавать прессе свою версию истории. Он дал интервью только однажды, в 2008 году, дав интервью Daily Mail. В интервью он сказал, что никогда не относился к Диане как к знаменитости и вообще никогда не видел в ней ничего особенного. По его словам, она была совершенно обычным человеком. В июне 1997 года роман между Дианой и Ханом внезапно закончился. И вот если смотреть на хронологию, то именно в этот период Диана познакомилась с Доди Аль-Фаедом и завела
последний роман своей жизни. Кем был Доди Аль-Фаед? Это сын египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Фаеда. Сама история этой семьи, знакомство с Дианой и романы Дианы с Доди, она вообще очень мутная. По одной из версий, Диана и Доди уже пересекались раньше, в 1986 году, на игре в поло. А дальше такая вот врезка, монтаж. И вот 1997 год, и на яхте отца Доди в Сен-Тропе они внезапно встречаются вновь, и начинается роман. Ну, только это точно была не воля случая и не судьба. Вернемся немного назад. Британский истеблишмент относился к Аль-Фаедам с большим подозрением. И было за что. Мохаммед много лет стремился попасть в круг британской элиты и использовал все возможные способы. Когда Мохаммед Аль-Фаед и его братья начали борьбу за поглощение супермаркета Хэрротс в начале 80-х, они утверждали, что происходит из авторитетной египетской семьи, которая более века была судовладельцами и землевладельцами, и промышленниками. Лишь в 90-м году Министерство торговли и промышленности Великобритании раскрыло правду. Аль-Фаед на самом деле вырос в Александрии и был сыном школьного учителя. Газеты называли Аль-Фаеда фальшивым фараоном. А Том Бауэр, написавший несанкционированную биографию Аль-Фаеда, утверждал, что спорный бизнесмен скинул свой возраст на 4 года и добавил к своему имени букву «Аль» для более элитного образа. Откуда взялось у него это семейное состояние? Сначала он ведь до Хэрротса он купил парижский Ritz. То есть это тоже, представьте, национальный символ Франции. В отчете министерства говорилось, что большая часть денег поступила от султана Брунея. Скорее всего, даже без его ведома, учитывая, что султан предоставил Фаеду широкие доверенности. И вот в 80-х годах все это происходит. Султан отрицал, что давал Аль-Фаедам деньги на покупку Хэрротс. И сказал, что если доверенность использовалась для других целей, то это было сделано без его ведома и без его разрешения. Исходя из всего этого, неудивительно, что Мохаммеду неоднократно отказывали в британском гражданстве. В 1994 году, разочарованный отсутствием прогресса и продолжающимися пренебрежениями, а элита Англии действительно очень закрытая. И вот Аль-Фаед платит двум консервативным политикам, чтобы они задавали вопросы парламенту от его имени. Один из них потом признался, что принимал деньги от Аль-Фаеда и подал в отставку. А другой до последнего утверждал, что он невиновен. Даже после того, как в 900-страничном документе в отчете был сделан вывод о наличии убедительных доказательств того, что он принимал платежи на сумму до 25 тысяч фунтов стерлингов. Ну, в общем, глядя на нынешнюю современную коррупцию, это просто какие-то копейки, чаевые. И вот в 1997 году газета «Вашингтон-Пост» написала об Аль-Фаеде. Друзья говорят, что он никогда не откажется от своих усилий стать англичанином, независимо от того, насколько пренебрежительно относится к нему правящий класс Британии. В итоге Мохаммед нашел еще один обходной путь к постоянно отвергавшему ему правящему классу. Наиболее дружелюбного и самого медийного его представителя Диану. Бизнесмен ранее подружился с отцом принцессы Дианы, графом Спенсером, с ее мачехой Рейн. Рейн даже взяли в правление в Хэрротс. Благодаря графу и графине Спенсер, которых Аль-Фаед осыпал безумными подарками, Диана стала постоянным посетителем Хэрротс. Каждый раз, когда Диана туда приходила, Мохаммед всегда приглашал ее к себе в офис, дарил ей подарки. Он обязательно подходил к ней на вечеринках, связанных с благотворительными акциями, показывал, как он всячески ей сочувствует и всегда готов поддержать. Плавно он подвел ее вот к этому знаменательному эпизоду летом 1997 года. После официального ужина в отеле «Черчилль» он убедил Диану приехать с детьми в его дом во Франции, чтобы просто отдохнуть. Надо сказать, что к Доди отношение у британской прессы тоже было не особенно хорошим. В статье 1997 года для Vanity Fair под названием «Жизнь Доди на обгоне» журналист Смит описывал Доди как инфантильного парня, живущего на пособие своего властного отца, который его, конечно, любит, но Доди не обладает своим мнением. Во всем зависит от отца. Вообще, были основания считать, что его нахождение рядом с Дианой просто бросает тень на британскую монархию. До воссоединения с принцессой Дианой продюсер фильма был помолвлен с моделью Келли Фишер, но в июне 1997-го Мохаммед вызвал Доди на яхту, на которой уже отдыхала Диана с детьми. И Доди, удивительно, да, сразу же оставил Фишер и отправился к Диане. В копилку манипуляций Дианы нарративом в прессе. По слухам, в августе Диана сама слила некоторым фотографам, где она будет отдыхать с Доди и на какой яхте. Конечно же, они поехали за ней, и The Sunday Mirror опубликовала взрывной снимок папарацци, на котором Диана и Доди на яхте обнимаются и целуются. Эти фото произвели фурор в Великобритании за 3 недели до ее смерти. В масло в огонь подливали еще и подробности расставания Доди с моделью Келли Фишер, которую тоже активно обсуждали в прессе. Фишер наняла знаменитого адвоката Глорию Олдридж, чтобы она представляла ее интересы в судебном процессе против Доди. Она обвиняла Доди в
причинения ей убытков из-за того, что он попросил ее приостановить свою модельную карьеру ради их отношений. И вообще о разрыве она якобы узнала только из той самой фотографии в Sunday Mirror и была глубоко шокирована. У меня с этими фотографиями связана история вообще моего понимания маркетинга, да, и пиара, потому что я их увидел в какой-то французской газете. Это была такая фотосессия на несколько разворотов. Диана с Доди Аль-Фаедом на яхте, да. И вот дальше было подписано все. Вот увеличена фотография, вот вино, как называется, которое они пили. Вот солнечный крем лежит, он такой фирмы. Очки на Доди такой фирмы, это такой. Все, где купить, со ссылками на магазин. То есть такой прям product placement. А статья во французской прессе, этот фотоотчет вышел просто через несколько дней после гибели Дианы. То есть никто не стеснялся зарабатывать деньги на гибели принцессы. И вот, собственно, сама гибель. За несколько месяцев до своей смерти Диана почти ежедневно появляется в заголовках. Огромное внимание привлекало ее участие в кампании против мин. Потом летом был еще один громкий повод. Диана отдала 79 своих платьев на продажу на благотворительном аукционе Кристис. Одним из лотов было знаменитое платье мести, которое было продано за $65 тысяч. Все вырученные деньги ушли в фонд борьбы со СПИДом и королевскую больницу Марцен, где Диана занимала пост президента. Еще одно знаменитое платье Дианы, проданное на том же аукционе за $24 тысячи в январе этого года, было перепродано на Сотбис уже за 604 тысячи. Конечно, внимание прессы привлекал и новый роман Доди и Дианы. Все обсуждают мутные схемы отца Доди, все обсуждают Диану за ее выбор. Пресса не стесняется в выражениях. И не только пресса. По недавним свидетельствам бывшего дворецкого принцессы, мать Дианы, Фрэнсис, в тот период даже позвонила дочери, они не общались. Он нашел Диану на полу с телефонной трубкой. Она лежала в слезах. Пьяная мать по телефону оскорбляла Диану. Называл ее шлюхой за романы с пакистанским кардиохирургом и в особенности за роман с Доди. После этого разговора Диана прекратила общение с матерью. Смогли они помириться или нет, смогли бы они помириться или нет, мы так никогда и не узнаем. Вернувшись из отпуска на яхте, Диана и Доди приезжают в Париж 30 августа и останавливаются в Рице, которым владеет отец Доди Мохаммед Аль-Фаед. После полуночи 31 августа BBC сообщает, что Диана и Доди на Мерседесе покидают отель вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом и начальником службы безопасности парижского отеля Риц Полем Анри, который был за рулем. Папарацци, которые хотят еще больше эксклюзива, преследуют их машину. Примерно в 00:23 у въезда в тоннель Мерседес заносит, и на большой скорости машина влетает в 13-й столб, ох уж эта символика, да? В 13-й столб опоры туннеля Пон-дель-Альма. Доди и Поль скончались сразу после удара. Французский врач, оказавшись на месте происшествия, предложивший свою медицинскую помощь, вспоминал, что Диана ненадолго пришла в сознание, после чего ее увезли в больницу. Врача, кстати, поклонники Дианы тоже обвиняли в смерти, предполагая, что он неверно оказал ей первую помощь. В аварии Диана получила сотрясение мозга, перелом руки и обширные травмы грудной клетки. По словам одного из пожарных, перед тем, как потерять сознание, она сказала: «Боже мой, что случилось?» Дальше двухчасовая операция, она не помогает, и принцесса умирает в 4 утра 31 августа 1997 года. Телохранитель Рис Джонс был единственным выжившим. Его жизнь спасла сработавшая подушка безопасности. Он получил серьезные травмы головы, грудной клетки и 10 дней находился в коме. Хирургам пришлось восстанавливать его лицо по старой фотографии с помощью 150 титановых деталей. В результате полученных травм он потерял память и не смог вспомнить никаких деталей случившегося. По поводу смерти огромное количество противоречивых версий, теории заговоров. В большинстве этих теорий фигурируют обвинения в причастности британских спецслужб. В первую очередь обвиняли Поля Анри, который был за рулем. Предполагали, что он состоял в сговоре с секретными службами Франции или Великобритании, что он не употреблял алкоголь на самом деле. Об этом просто специально рассказали журналистам, чтобы замести следы. И вообще его тело на месте ДТП потом подменили на тело другого человека. Единственное, что как-то косвенно говорили о том, что с Анри было что-то нечисто, это то, что на его счетах нашли достаточно большие суммы денег. Достаточно большие для его должности. Но версию к его причастности к аварии разбили. В конце 2007 года экс-комиссар Скотланд-Ярда привел доклад, согласно выводам которого в крови водителя Поля Анри содержание алкоголя на момент его гибели было в 3 раза больше, чем это допустимо законами Франции. А скорость машины превышала допустимую в данном месте в 2 раза. Причем пассажиры, включая принцессу Диану, не были пристегнуты ремнями безопасности,
что и сыграло трагическую роль в их гибели. Я, честно говоря, вот для себя так и не понимаю, зачем ночью, вот ты в заголовках каждую, не то что неделю, а каждый день, тебя постоянно фотографируют папарацци. Те, конечно, я про Диану, тебе это нравится, ты заигрываешь с ними всю свою жизнь. Для чего нестись 120 или сколько они там ехали по ночному Парижу, чтобы избежать еще 2 лишних фотографий? Ну, их еще будет 150 тысяч потом. Ты обречена на это внимание, но тем не менее. Несколько лет назад появились сведения, что Мерседес, на котором разбилась Диана, до этого был уже в аварии. Предыдущий владелец предупреждал сотрудников РИД, что на большой скорости у машины могут быть проблемы с тормозами. Затем обвиняли, конечно, папарацци, из-за которых машина двигалась с огромной скоростью, стремясь оторваться. Брат Дианы, Эрл Спенсер, вообще сказал, что всегда считал, что пресса в конце концов убьет Диану, и что у каждого владельца и редактора каждого издания, которые заплатили за фотографии Дианы, руки в крови. По словам очевидцев, в тоннеле был еще один автомобиль. Это белый Fiat Uno, который подрезал Мерседес с принцессой, и из-за чего, собственно, эта авария и случилась. Следователи полиции на месте происшествия собрали обломки, среди которых действительно оказался левый задний фонарь от Fiat Uno конца 80-х годов. На кузове разбитого Мерседеса обнаружены следы белой краски. За год, который шло расследование, были изучены более 4000 белых фиатов, подходивших под описание. Больше всего подозрений вызвали 2 человека. Первым подозреваемым был 22-летний Ле Ван Тхань, сын вьетнамского эмигранта французского происхождения, работавший в ту ночь охранником. Его белый фиат был перекрашен в красный цвет спустя всего несколько месяцев после аварии. А в 2006 году его отец сделал заявление, что Ле Ван перекрасил Fiat в срочном порядке в ночь аварии. Однако обвинения ему предъявлено не было за отсутствием весомых доказательств. Вторым владельцем похожего автомобиля был французский фотограф Джеймс Андерсон, который давно занимался охотой на лучшие снимки Дианы. Например, когда Диана и Доди отдыхали на яхте отца Доди, Андерсон нанял вертолет, чтобы сделать эксклюзивные фотографии. И вот по результатам его допроса в 1998 году выяснилось, что на своем Фиате он не ездил с 1995 года, а машина стояла просто так в его сарае. Сам Андерсон находился дома в момент столкновения Мерседеса с опорой моста. Тем не менее, вскоре после смертельной аварии Андерсон Фиат продает. А год спустя его, Андерсона, находят мертвым с огнестрельным ранением головы в сгоревшей машине. Произошло это после того, как он якобы похвастался перед друзьями, что у него есть шокирующие фотографии с места той самой аварии. Следствие сочло его смерть самоубийством, но по мнению адвоката Мохаммеда Аль-Фаеда, фотографа застрелили сотрудники британской спецслужбы Ми-6 именно из-за этих фотографий, а потом подожгли машину, чтобы скрыть следы преступления. Версия, по которой от Дианы хотели избавиться британские службы, одна из самых популярных. По этой версии Джеймс Андерсон был сотрудником Ми-6. В качестве доказательства заговора ссылаются на некое письмо, которое Диана передала на хранение дворецкому Полу Барреллу. Диана считала, что британские спецслужбы планируют несчастный случай в ее автомобиле. То ли откажут тормоза, она получит травму головы, и это откроет путь для женитьбы сына королевы. Она вспоминала и трагическую смерть ее бывшего любовника Барри Маннака, погибшего в аварии за несколько лет до этого. И вот в пользу этой версии выступал и отец Доди, Мохаммед Аль-Фаед, который сказал, что Доди и Диана были не просто помолвлены, а Диана была беременна от Доди. Именно поэтому ее убили, чтобы избежать появления у экс-королевской особы ребенка от мусульманина. Вскрытие тела не подтвердило беременность. Сразу после трагедии уголовная полиция Парижа начала следствие, которое было закончено в июле 1999 года. С журналистов, которые преследовали машину, были сняты все обвинения, а их обвиняли в неоказании помощи лицам, жизнь которых находилась в опасности, и в неумышленном убийстве. Из-за недостаточности улик их всех оправдали. Официальной причиной катастрофы были названы действия водителя Поля Анри, находившегося в состоянии опьянения. В январе 2004 года в Лондоне по требованию Мохаммеда Аль-Фаеда, отца Доди, который не согласился с выводами французских экспертов, началось новое расследование, результаты которых были переданы суду присяжных. Пока шло расследование, в 2005 году Аль-Фаед установил в лондонском универмаге в своем Хэрротсе бронзовый памятник Диане и Доди. Он назвал его «Невинные жертвы». В июле 2008 года был вынесен вердикт, подтверждавший официальную версию. В катастрофе виноват Анри Поль и репортеры, которые преследовали Мерседес. Несмотря на то, что про памятник в Хэрротс Аль-Фаед говорил, что он установлен навечно, это не сбылось. В 2010 году Хэрротс был продан
продан катарскому холдингу, а спустя 8 лет дирекция универмага сообщила, что убирает памятник и передает его обратно Аль-Фаеду. Официальная причина: сыновья Дианы решили установить ей памятник около Кенсингтонского дворца в Лондоне, и более уместно будет отдавать принцессе дань уважения там, а не в супермаркете. Памятник действительно установили в июле 2021 года. Мохаммед до сих пор настаивает, что Диана и его сын стали жертвами заговора, который осуществили спецслужбы по требованию королевской семьи. Какой была реакция основного партнера Дианы при жизни прессы? Журналисты переобулись довольно быстро. За несколько недель до ее смерти все СМИ были заполнены жесткими обсуждениями романа Дианы с Доди. Ее осуждали и высмеивали. Как только она умерла, тон СМИ мгновенно изменился. С осуждения принцессы все переключились буквально на ее обожествление. Как будто ничего до этого они плохого не писали. И тут же пресса начала травить королевскую семью. Чарльз, он и так всем не нравился, а витавшие в прессе версии, что он хотел убить Диану, чтобы жениться на Камиле, вызывали еще большую народную ненависть. К слову, опросы населения Британии в сентябре 1997 года показали, что 31% поддерживал передачу власти королевы сразу старшему сыну Дианы, Уильяму, и только 12% поддерживали кандидатуру Чарльза. Получив сообщение о смерти Дианы, премьер-министр тогдашней Великобритании Тони Блэр выступил с речью, где впервые публично назвал Диану народной принцессой. А королеву считали равнодушной, потому что она не стала выступать с публичным заявлением в день смерти. Елизавета тогда вместе с принцем Чарльзом, сыновьями Дианы, Уильямом и Гарри находилась на каникулах в замке Балморал в Шотландии. Критиковали ее из-за того, что она отказалась повесить в знак траура флаг Великобритании перед Букингемским дворцом. Все пресса кричит: где наша королева, где наш флаг, покажи нам, что тебе не все равно. А Елизавета хранит молчание всю неделю. Только за день до похорон она записывает телевизионное обращение к нации. Несмотря на то, что многие знакомые с королевской семьей и сам принц Уильям говорили, что Елизавета всего лишь пыталась оградить семью от назойливости СМИ, хотя бы на время, версия, что королева имела непосредственное отношение к организации аварии Дианы, по-прежнему остается одной из самых популярных. 31 августа 1997 года гроб с телом Дианы был доставлен в Лондон в сопровождении ее бывшего мужа и двух сестер. Сначала гроб привезли в частный морг, потом поставили в королевской часовне Сент-Джеймского дворца. Похороны прошли 6 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В стране был объявлен национальный траур. Люди, столько лет наблюдавшие каждый шаг Дианы, истории с любовниками, развод, новые романы, переживали ее внезапную смерть буквально как утрату близкого человека. Проститься пришли примерно 3 миллиона человек. У Букингемского дворца оставили так много цветов, что власти обратились с официальной просьбой: пожалуйста, не приносите больше цветов, они создают угрозу для загруженности дорог и общественной безопасности. Из-за этого случая в сценарии королевских похорон даже внесли корректировки, которые уже действовали во время похорон Елизаветы II. 2,5 миллиарда человек смотрели телевизионную трансляцию похорон Дианы. В 3 раза больше людей, чем трансляцию ее свадьбы с Чарльзом. Элтон Джон, ее близкий друг, исполнил на церемонии, посвященную Диане, песню «Свеча на ветру». У этой песни тоже интересная история. Изначально она была написана в 1973 году и посвящена Мэрилин Монро. И вот тут вновь судьба Дианы и судьба Мэрилин оказалась сплетена. Песня начиналась со слов: «Прощай, Норма Джин, хотя я совсем тебя не знал». Норма Джин — настоящее имя Мэрилин Монро. Содержание песни действительно подходило и для Дианы. Там пелось об одиночестве, о преследовании прессы и о том, что слава не принесла ей счастья. Диана погибла в аварии еще и в том же возрасте, что и Мэрилин Монро, в 36 лет. И тоже в августе. И вот, узнав о ее смерти, Элтон Джон попросил Берни Топпина переписать текст 1973 года специально для Дианы. Песня была исполнена Элтоном Джоном на публике только один раз, на похоронах в Вестминстерском аббатстве. Он больше ее никогда не исполнял. Композиция стала культовой и принесла Элтону Джону Грэмми. В 2007 году песня попала в книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая за всю историю музыки. Всю прибыль от сингла Элтон Джон перечислил в мемориальный фонд Дианы. Мемориальный фонд имени принцессы Уэльской Дианы был основан в сентябре 1997 года, так как желавших пожертвовать деньги в честь памяти Дианы по всему миру оказалось огромное количество. Диана — это, конечно, вершина поп-культуры селебрити 80-х, 90-х годов. Многие СМИ называли ее самой известной женщиной 20-го столетия и самой фотографируемой женщиной мира. Люди, которые знали ее или хотя бы раз видели издалека, продолжают
успешно зарабатывать на имени принцессы. Про нее написано множество книг, о ее жизни сняты десятки фильмов, первые из которых начали появляться еще при жизни. Но мы все еще не можем точно сказать, какой она была на самом деле. Для 90-х она была практически уникальным медийным персонажем. Не было ни одного человека ее уровня, к которому интерес у всего мира был столь же огромен. Но вряд ли бы мы обратили столько внимания на нее в современной жизни. Потому что и Меган Маркл, и принц Гарри, пытаясь вызвать такой же резонанс СМИ своими шокирующими заявлениями, не могут и близко добиться того эффекта. Потому что, будем честны, нас мало что уже может шокировать. Но вот тогда Диана была носительницей новой искренности, которую людям так хотелось увидеть не просто в публичном человеке, а в представителе власти, в представителе королевской семьи. Желая узнать о ней, сами люди превратили своего кумира в идеальный миф. Вот такая вот история о принцессе Диане, самой известной женщине, наверное, самой фотографируемой действительно женщине своего времени. И эфир хочется, конечно, этот закончить словами текста песни Элтона Джона, которую он переписал для единственного исполнения. Песни, которая начиналась со слов «Goodbye, English Rose». Прощай, английская